Вчера, сразу после протестов, мы выдвинулись из Тбилиси в Боржоми и приехали в такой небольшой прекрасный домик. Сначала мы заранее арендовали в Боржоми домик с красивым видом в горах, но оказалось, что там туалет на улице и вообще комнаты нет. Обычный деревенский дом. Тут есть небольшой виноградный навесик, лавочка. Вход. Это дальняя часть Боржоми, равнинная. Слева можно видеть горы. Там основная часть города, где-то там. Справа тоже горы. Прямо рядом с нашим домиком есть небольшой магазин. Похоже, мы слегка заблудились, и вместо того, чтобы идти в город по дороге или доехать на чем-то, мы пошли через гору. Конечно, тут очень интересно, тут есть вид на город. К сожалению, маленькой этой камеры его сложно показать. Дорога тут для сильных духом. На машине вряд ли проедешь. Ну, по крайней мере, на нашей маленькой машинке. Ого. Тут какая-то нужна лопатка потверже. Как думаешь? Вот так вот москвичи приезжают в Боржоми и все делают по-своему. Короче, вот так, друзья, если вы пришли в горы, настроения не очень и контента нет, контент надо делать самому. Только что я сделал настоящий горный водопад. Ну, маленький, правда, но все равно. Спас лужу, осушил дорогу. Крутотень. На самой вершине горы мы нашли недостроенную канатку. Но это надо очень большие шаги иметь. Офигеть! С канатки должен был открываться потрясающий вид на город. Мост какой-то. Вид на город. Конечно, потрясающе отсюда горы, речка, город. Мы стоим примерно вот здесь, вот, и я опасаюсь подходить к краю. Потому что местами вон уже край этот провалился совсем. Или вот здесь вот дыра. А это машинный зал. Конечно, спускаться мы будем так же. Очень тут опасно, конечно, не хочется подходить к краям. Бетон действительно не очень. Местами он вон весь провалился. Аккуратненько идем. А кто-то, наверное, подошел и провалился. Ну, спускаться тут надо прыжком, судя по всему. Куда-нибудь туда, вправо. Отличные виды здесь. Похоже, там дороги нет. Дорога есть здесь. Вот детская площадка. Очень удивительно в горах увидеть детскую площадку. Как думаете, ребята, тут есть дорожка вниз? Или мы сейчас зайдем в тупик на чьи-то участки? Это будет не очень. Мне кажется, уже вот этот участок чей-то. Нет? Но тропинка вниз идет. А, вот отсюда начинается блестящая труба, которую мы видели. От самой канатки спускается дорожка вниз. Посмотрите, она неплохая, достаточно каменная. Тут даже есть ступеньки. А, ну все, отличная дорога вниз. Заборчик в воздухе висит. И вот так вот люди прям в самых горах живут. Потрясающе, да? Это ж надо добраться еще. Каждый день такая тренировочка.
Очень уютный домик в горах. Ух ты, кот полез. Испугался меня, наверное. Видовая точка. Смотри, какая красота. Моя любимая часть любой прогулки по городу – это лесенка между домов. Тут она широкая, просторная, удобная, покрытая плиточкой, ровная. Есть загородочка. Поэтому нельзя считать ее, экстремальной, но я все равно чуть не упал. И вот такие виды открываются, когда спускаешься по ней. Ух ты, недостроенный дом. Принесли меню. Давай что-нибудь выберем. Гречневая каша, овсяная каша. Каша по 4 лари. Творог 4, колбаса 4. Фасоль 5. Борщ без мяса. Да, борщ 8 лари. Острый мясной суп из говядины 8. А мы его не пробовали еще, кстати. Так, шашлык из свинины 10. Ну, не знаю, ребята, не знаю. Минимум 5 штук. Хинкали 0,80. Может, хинкали? В итоге мы взяли острый суп. Он так и называется острый. Я давно его хотел очень попробовать. Посмотрим, насколько реально он острый. И 6 хинкали. Ну и тархунчик, конечно. Небольшой перекус. Напомню, что мы в Боржоме. Вчера только приехали из Тбилиси, где посещали протесты. Было очень клево. Ссылка в подсказках. Вот здесь вот и в описании, и в подсказках. Ребята принесли мне острый суп. Сейчас мы его заснимем. И вот так он выглядит. Сверху лежит зелень. Он, конечно, еще немного горячий, но по вкусу просто офигенный. Он густой, он острый, он с мясом. И это потрясающе прям. И он острый, сейчас прям слезы из глаз польются. Это клево. Я так и хотел. Принесли хинкали. 12 штучек по 6 на человека. Товарищи эксперты, напишите в комментариях внизу, должен ли так выглядеть хинкали, или в кафе, ресторане Берги в центре Боржоми обосрались. Вот. Ну что, друзья, посмотрим, что у нас в счете. Я уже краем глаза, конечно, видел. Суп, 12 хинкали, напиток 30 лари. 30, ребята, 30 лари. Причем одну хинкалину мы скормили собачке. Вот этой. Не знаю, как вы, а мы лично считаем, что хинкали у них получились не очень. Это кафе прямо в центре находится Боржоми. 30 лари. Собачек покормили. А теперь штурмуем вдоль по плоскости, штурмуем вдоль речки. Вперед! Центральная Боржомская река Кура. Мы пришли на станцию в Боржоме, откуда отправляется поезд по узкоколейке. Очень интересное место. Она начинается тут с вокзала, но непонятно сейчас, где касса. Вокруг достаточно заброшенные здания. Люди вот там на платформе ждут чего-то. Это хороший признак. Возможно, что-то еще работает. Но пока мы не можем найти никакую кассу. Выглядит все достаточно заброшено вокруг. Вот такие примерно здесь здания на станции. 10:55. Это первый рейс, это второй рейс. А оттуда не знаете? Оттуда 2 часа 30 минут надо оттуда ехать. Угу. А там теплоус повернется и сразу. Сразу? 2 лари. 2 лари? Один 2 лари. По долларам доллар нету. Не надо доллар. Нет, у меня лари, в смысле. Лари есть лари, да? Лари 2 лара. 2 лари. Из Боржоми можно прокатиться на поезде узкоколейным в Бакуряне. Отправляется он в 7:10 утра и в 10:55 утра. Стоит около 2 лари с человека. И самое интересное в этом поезде – это дорога. Как он едет, мы обязательно это покажем. Но проблема в том, что он, приехав в Бакуряне, прямо сразу отправляется обратно. То есть даже если в 7:10 утра поехать, то час там погулять, нам кажется, это очень мало. И мы решили, что мы там переночуем. А, да, самое главное, что билеты покупаешь сразу в поезде, к тебе подходит проводник, ты ему платишь. То есть никакой кассы на вокзале нет.
маршрутка по Боржоми очень понравилась. Очень. Друзья, мы находимся в туристическом центре Боржоми. Тут есть огромная карта за моей спиной и есть маршруты. Также можно зайти внутрь, где специалист проконсультирует, как лучше пройти. И прямо отсюда начинается, это самый короткий маршрут, 3 километровый круг. Можно прямо отсюда начинать и здесь заканчивается тоже. Другой вариант больше, на 4 часа, на 6 часов и так далее. Это уже на завтра. Северный, самый лучший вариант, тропа номер 7, желтые маркировки там будут. И 3 километра. Мы сейчас подумаем о том, что в Боржоми мы около недели, и стоит нам взять один из маршрутов, подняться наверх, снять домик. А сейчас мы отправляемся уже домой, потому что уже вечер, уже пора делать монтаж. А вот и канаточка, на которой мы были с утра. Ну, отлично. Мост уже видно, почти пришли. Целый день прогулки, прошли мы, наверное, километров 10. Сил уже никаких нет. Я знаю, что это последний наш мост, и прямо за мостом находится наш маленький уютный домик, который мы арендовали вчера в последнюю секунду, так сказать.